Скажем так, какие-то моменты, что мы можем сделать в этом возрасте, чтобы немножко щенку помочь, скажем так, с его охранной карьерой, да, в будущем, то правильное отношение к посторонним, оно тоже должно быть. Как его можно сформировать? Вот есть парочка таких упражнений, они достаточно безобидные для психики щенка. То есть мы не рискуем там собаку передавить, пережать, перепугать и так далее. Но в то же самое время достаточно полезные. Опять-таки при условии, что у нас щенок гуляет за забором, он социализированный, да, и знает людей. То есть договариваемся с каким-нибудь соседом, которого щенок не знает, что в 8:00 он позвонит вам в звонок, постучится в калитку, но, в общем говоря, придет. Минут за 5 до этого затеваем со щенком какую-нибудь веселую возню. Игру, возню, ну, в общем, чтобы щенку было приятно с нами общаться. Обычно щенкам нормальным, да, им приятно с хозяином как-то взаимодействовать. Раздается стук в калитку, пришел чужой, вот тут щенка уже убираем. То есть прерываем что-то приятное. Приходит чужой, прерывается приятная игра, ну, для щенка в данном случае. То есть уже закладываем определенную базу, что чужой на участке – это негатив какой-то определенный. И это не ломает ему психику, здесь нет угрозы, нет агрессии, здесь просто есть определенная такая ментальность закладывается, да, что чужой приходит, прерывает что-то для меня приятное. Это первый момент, который мы можем делать. Второй момент, мы можем взять щенка на поводок, если он у нас достаточно обученный, что он там владеет хотя бы какой-то выдержкой, хотя бы там минимально, мы можем его перед этой калиткой посадить, выйти вперед него, открыть эту калитку, пообщаться с этим посторонним, показать тем самым, что пришел какой-то чужой дядя, игра прервалась, я тут сейчас все разрулю, от тебя пока ничего не требуется, ты вот там вот посиди, вот дядя сейчас решит, как бы, ну и чужого, соответственно, выпроваживаем. Это вот такие, это ритуал встречи, так называемый, мы его в дальнейшем используем. Вот у нас курс есть управление охранным поведением, когда у нас обращаются владельцы там среднеазиатских овчарок, кавказских, тибетов, еще каких-нибудь там бурято-монгольских товарищей. Вот, у них у всех проблема, что у всех чужих убивать пытается на участке. Причем он чужими считает, например, даже членов семьи, которые для него мало знакомы. Мы через вот этот ритуал учим какой-то определенной выдержке. То есть показываем, что вот чужой пришел, сейчас вот если хозяин разруливает, тогда твое участие, ну, в общем-то, не нужно. Бежать, общаться, целоваться не надо, не даем с помощью поводка. Он же на выдержке там у нас находится. Вот. Но в то же самое время как бы и кидаться, бросаться тоже не даем. Нам это тоже не надо. То есть просто идет индифферентное такое сдержанное достаточно отношение к этому всему. Ну и второй момент, который мы можем делать иногда, скажем, мы делали в свое время такую штуку, что мы давали щенку, скажем, в вольере кость грызть. К этой кости привязывали длинную веревку, которая, значит, шла к калитке. Стучал чужой, открывал калитку, начинал эту кость вытаскивать. Ну, тоже негатив, жрать не дает. В то же самое время расстояние большое, страха нет, угрозы передавить собаку нет, нападения прямого нет, но неприятный осадочек остается. Вот. Что-нибудь там пикнул, гавкнул, чужой ушел, кость обратно получил. То есть закладываем тем самым определенное отношение, что приход чужого на участок – это не очень хорошо, так скажем. То есть вот эти вот два момента мы можем со щенком уже начинать делать, но при этом не забывать про социализацию. Он должен за участком ходить, видеть людей, нюхать их, и с ними даже если нужно общаться. До определенного возраста он это сам будет делать. Потом у него это все равно начинает угасать, когда собака